Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз – это расклад на следующую неделю. Неделя с 10 по 16 августа для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает с понедельника по воскресенье. Какие карты вам сегодня выпадут в нашем недельном таро-прогнозе. Я, как обычно, использую две колоды для нашего расклада. Первая колода основная, вторая колода дополнительная. Для уточнений, для разъяснений, соответственно, по каждому дню недели. Сначала я перетасовала основную колоду, сейчас приступлю ко второй, к дополнительной. И пока я буду это делать, я напомню вам, весам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Мне будет приятно, что видео вам понравилось, что расклад подошел непосредственно к вашей ситуации. Можете написать, что именно у вас происходит. Я буду также очень и очень признательна. Сегодня у нас в раскладе также участвует еще оракул для, может быть, совета, если так можно сказать, совета, касающегося, может быть, того, как лучше реагировать на те события, которые будут происходить на этой неделе, каким образом экологично проживать те ситуации, которые у вас будут на этой неделе. Итак, весы, давайте посмотрим, что, соответственно, вас ждет с 10 по 16. Эту колоду я оставлю, потом перетасую. С 10 по 16 августа. Итак, весы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, смотрим, что здесь у нас есть для вас. Первая карта, которую мы видим, это девятка кубков. Карта замечательная, потому что она говорит в целом, вот здесь называется материальное счастье, да, говорит о ощущении счастья, довольства ситуацией, в которой вы находитесь, ощущение радости от того, что происходит здесь с вами в этот день. Возможно, вы на каком-то празднике или просто что-то отмечаете, да, есть повод порадоваться каким-то успехом. В целом девятка очень хорошая. Может говорить о каких-то излишествах, которые у вас в этот день также могут быть. Тут же у вас в дополнении выпадает карта Луна, причем, заметим, Луна переходит потом в карту Повешенной, которая есть у вас во вторник. В целом такое сочетание именно девятки кубков вместе с Луной говорит о какой-то ситуации, когда вот вы о чем-то радуетесь, как будто, да, счастливы, но при этом как будто, знаете, вы себя можете обманывать в чем-то или заниматься вот таким самообманом и тешить себя иллюзиями, или думать о каком-то благополучии, но оно не совсем явное, оно как будто немножечко мнимое. Возможно, здесь речь идет также о иллюзорном комфорте или, возможно, побеге от реальности и желание вот так вот чувствовать, ощущать эту жизнь, да, при том, что по карте Луна очень много есть каких-то непонятных для вас скрытых моментов, но вы стараетесь, возможно, их просто не замечать, то есть как будто бы убегаете опять-таки от реальности в эти фантазии, и вам просто хочется этого полного счастья, вам хочется радости, вам хочется ощущения, что все могу, все у меня есть, все могу себе позволить, но на самом деле как будто можете или не понимать, или не хотеть понимать истинное положение дел. И карта Повешенной, которая здесь у вас выпадает, соответственно, во вторник, она и показывает вот эту ситуацию подвешенного за одну ножку человека вверх тормашками, который, возможно, вот в этой ситуации сможет посмотреть на вещи в другом свете, то есть по-другому, обратить внимание на какие-то вещи, на которые вы раньше не обращали внимания. Возможно, поставить себя на чье-то место, то есть по-другому, совершенно в другом ракурсе увидеть какую-то ситуацию. Повешенный, может быть, даже какая-то ситуация здесь будет для вас уроком, допустим, поэтому карта Повешенной выпадает, но тут же она выпадает с шестеркой жезлов, тоже интересное такое сочетание, то есть у вас как колебания такие происходят. Шестерка жезлов, которая идет в компании с картой Повешенной, может показать какую-то задержку заслуженного успеха, как будто бы вы здесь приостанавливаетесь перед какой-то победой, или, может быть, приостанавливаетесь перед каким-то признанием ваших достижений. Может быть, вам придется через жертву
победить в чем-то, как будто бы переосмыслить ваши ожидания и пожертвовать там своим временем или какими-то ресурсами, пожертвовать, но получить в итоге победу, получить хороший результат. То есть как задержка результатов, когда какой-то проект или дело тормозится из-за каких-то обстоятельств, на которые вы повлиять не можете, потому что карта повешенная, она об этом. Но при этом вы придете к хорошему результату своему. Может быть, даже вы сможете вот в таком положении, вверх тормашками, да, пересмотреть какую-то свою стратегию для достижения результата. То есть, пересмотрев какие-то свои шаги, сможете понять, как вам лучше прийти к той цели, к которой вы идете. То есть вы придете к этому результату, но нужно будет, возможно, поменять стратегию, а возможно, просто проявить терпение и переждать какой-то кризис, вот сделать вот эту паузу, соответственно. В ситуации, допустим, отношений, может быть ситуация, где может быть как какое-то застревание, да, в подвешенном состоянии, когда внешне все выглядит вроде бы благополучно, но при этом вы можете как будто находиться в состоянии вот этого ожидания, паузы, какого-то застоя в этих отношениях, когда откладывается решение каких-то вопросов, то есть вы в чем-то медлите. Карта рыцаря жезлов, напротив, показывает активные действия, причем по рыцарю жезлов, кстати, это может касаться и общения вашего, допустим, с огненным знаком зодиака, это может быть львы, овны или стрельцы по рыцарю жезлов. Также здесь может быть ситуация, где вы проявляете себя таким вот образом, то есть очень импульсивно, очень порывисто, очень активно, очень амбициозно, и проявляете всю свою вот эту вот харизму, соответственно, в этот день достижения определенных ваших целей, готовы рисковать. И тут же еще и двойка пентаклей, которая тоже в целом говорит о том, что в этом хаосе вы стараетесь справиться с ситуацией, вы стараетесь по двойке пентаклей удержать баланс в этом хаосе, в этом хаотичном движении. То есть здесь очень много активных действий, и вы стараетесь какие-то дела совмещать на ходу, чтобы все успеть, чтобы ничего не упустить из виду. Как-то лаврируете между вашими делами, может быть, совершаете какую-то спонтанную поездку, да, то есть все пытаетесь успеть. То есть динамично, все очень активно проходит, но вы стараетесь при этом еще и сохранять баланс. Вот в этой спешке не потерять чего-то важного действительно, и очень правильно расставлять приоритеты, когда вам нужно принимать решение, что первостепенно, да, что второстепенно. Здесь также вот в целом какая-то ситуация непостоянства, когда у вас может быть какая-то как вспышка активности, которая потом сменяется сомнениями, колебаниями, поэтому двойка. Может быть, вы суетитесь, и здесь какие-то неожиданные обстоятельства происходят. Допустим, куда-то едете, и здесь какие-то непредвиденные ситуации, планы меняются ежеминутно, и вам приходится под них подстраиваться, как-то опять-таки лаврировать. Может быть, в работе несколько дел одновременно приходится успевать. То есть как белка в колесе крутиться и подстраиваться под вот эти вот обстоятельства. Соответственно, здесь, такой просто активный очень день. Карта Верховная Жрица, она есть у вас на четверг. Карта Верховная Жрица — это в целом карта мудрости, и это карта умения, возможно, или желания сохранять гармонию в том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Здесь все, что касается оперирования не только своими знаниями, но также еще и интуицией. Верховная Жрица, она об этом. И также в целом можно говорить еще о каких-то тайнах, секретах, возможно, которые имеют место в вашей жизни. Может быть, вы о чем-то здесь не хотите говорить окружающим, или узнаете какую-то новость, которой не хотите делиться, или какую-то тайну, соответственно, пытаетесь удержать. И тут же пятерка жезлов, которая в целом говорит о конфликтных ситуациях. Возможно, вы стараетесь быть мудрее в какой-то конфликтной ситуации. Возможно, вы стараетесь здесь не вступать в конфронтацию с кем-то, то есть постараться сохранить вот эту вот может быть, отношения с кем-то, испытывая даже эмоциональное напряжение, но вы стараетесь сохранять внутренний покой этой Верховной Жрицы. Также здесь, совет не поддаваться провокациям, то есть сохранять холодный такой рассудок, возможно, необходимость быть мудрее,
возможно, позволить другим спорить, да, но не втягиваться в какие-то конфликты, быть, опять-таки, разумнее. Возможно, здесь какая-то критика со стороны, там, не знаю, кого-то из там, вашего окружения, отношения, с кем вы строите, либо на работе может быть какая-то критика или конкуренция в коллективе, могут быть какие-то интриги или споры из-за каких-то идей, но при этом вам нужно постараться свои планы, допустим, не раскрывать, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда кто-то может возыметь над вами вот какую-то силу, власть, потому что будет обладать чрезмерной информацией. И также здесь может быть еще и такой конфликт между скрытыми вашими эмоциями и каким-то активным внешним спором. То есть вы можете быть в ситуации бурных споров, конкуренции, какой-то суеты, но интуиция Верховной Жрицы, она советует вам опять-таки хранить молчание, не втягиваться в этот конфликт. И 7 жезлов, которая есть в пятницу, она показывает все равно вашу как готовность в ситуации, может быть, какой-то конфликтной ситуации. Да, он здесь выше других находится по этой 7 жезлов. То есть, возможно, у вас есть в чем-то преимущество, возможно, вы видите, что у вас есть какой-то паритет в ситуации. И, собственно, вы считаете, что вы здесь можете с кем-то конкурировать, поэтому по 7 жезлов можете попытаться здесь, проявляя какую-то мужественность, стойкость, может быть, по королю мечей ответственность в каких-то вопросах, показать свою силу, свою власть, свое влияние, соответственно, да, то, что вы не сделали, допустим, промолчали в четверг, возможно, вы это делаете в пятницу. Но в целом, да, вот эта вот карта, кстати, воздушного знака может говорить и про какую-то конфликтную ситуацию с другим воздушным знаком. Это весы, близнецы или водолеи. И вы можете активно защищать здесь свои ресурсы, вы можете отстаивать свою позицию и иметь, опять-таки, преимущество, я уже говорила, но старайтесь, опять-таки, действовать очень логично. То есть говорите, как вы думаете, свою правду, выстраивайте определенную стратегию, придерживайтесь этих твердых принципов, которые есть у короля мечей. То есть он очень здраво рассуждающий, здравомыслящий король мечей, без чувств, он очень логичен. То есть вы держите свою оборону, опираясь на разум, на закон, на какие-то очень четкие аргументы и ни в коем случае не на эмоции. То есть интеллектуально создаете отпор в какой-то неприятной, конфликтной, возможной ситуации и стараетесь контролировать ситуацию. Вы выше других, вы над другими, отстаивая там свой проект или свои интересы, или сталкиваясь с тем, что кто-то вас критикует, вы очень разумно поступаете в этой ситуации. Может быть, грамотно защищаете там плоды своей работы или там свой бюджет. Вот как будто пресекаете, очень четко пресекаете какое-то, как будто бы на вас давление, которое может оказываться. При этом у вас есть карта, которая здесь дальше выпадает. Вот такая девушка вокруг мечей связана. Это 8 мечей, да, по этой колоде. Она называется здесь укращенная сила. И карта 8 мечей, она в целом говорит о возможных страхах, которые есть у вас. И они очень во многом надуманные. Они очень во многом именно преувеличенные вами, потому что вы очень много о чем-то думаете в негативном ключе, настраиваетесь на какой-то плохой сценарий, возможно, по этой 8 мечей. Может быть, как ожидаете неудачи или какие-то убеждения у вас возникают. Может быть, какие-то переживания, касающиеся король пентаклей земного знака зодиака. Или, возможно, финансов, то есть каких-то денег, каких-то вот таких вот вещей для вас, материальных вещей. Поэтому здесь, возможно, что-то связанное вот с боязнью, переживанием за свои ресурсы. Также вы можете здесь в целом даже не знаю, но 8 мечей, король пентаклей. У вас как будто есть также по 8 мечей, так как она здесь связана, возможно, какие-то жесткие ограничения касаемо финансов, или вы стараетесь быть очень практичным, очень таким стабильным, сохранять стабильность и пытаться сохранять уверенность в себе, даже при том, что 8 мечей, какие-то пугающие ситуации вокруг вас происходят. Может быть, вам страх мешает принять какое-то мудрое решение, опять-таки финансовое, может быть, или касающееся каких-то практичных вещей для вас. Но да, здесь вот какие-то такие моменты, когда есть какие-то финансовые, наверное, ограничения,
Либо вы чересчур осторожны, поэтому ограничиваете себя в финансах. Может быть, неумело используете какие-то финансы. Но вам нужно постараться отпустить эти страхи и подойти к важному для вас здесь вопросу с практической стороны. То есть рассудительно, практично поступать и не бояться, не накручивать себя здесь, не переживать о чем-то. Здесь может быть также ситуация, когда есть какая-то зависимость от другого человека, она может быть финансовой зависимостью. Как будто чувствуете зависимость, что вы кому-то должны, или вы не можете прожить без кого-то, потому что вы зависите от этого человека, да, или какую-то чувствуете как кабалу финансовую, которая на вас возложена, поэтому тоже накручиваете себя, переживаете, сможете ли вы вытянуть какую-то ситуацию финансовую. Дальше есть 5 кубков. Это карта, которая может говорить о каких-то конфликтах или разногласиях внутри дома, внутри семьи. Это карта, которая говорит о ваших внутренних также переживаниях, когда вы можете здесь испытывать внутренний конфликт, внутреннее напряжение. И тут же карта 8 мечей, которая у вас была вот в субботу, здесь же она повторяется у вас, соответственно, в воскресенье, и она говорит о том, что вы здесь действительно можете очень сильно переживать из-за какой-то неприятности, как будто застреваете в этой неприятности или в какой-то обиде на другого человека. Вот вы в чем-то были разочарованы в прошлом и как будто не видите для себя выхода из этой ситуации, чувствуете себя немножечко беспомощными. Да? То есть вы застреваете в этой ситуации, обижаясь на кого-то, может быть, не желая обсуждать какую-то проблему там, с человеком, с которым эта проблема возникла, если мы говорим про отношения. Возможно, здесь в работе какие-то переживания, потому что вы в чем-то разочаровались, и ситуацию боитесь менять, как будто чувствуете, что связаны по рукам и ногам. Может быть, из-за финансов вам кажется, что ситуация какая-то безвыходная, хотя, возможно, вам здесь нужно просто увидеть те кубки, которые стоят за спиной этого человека, да, то есть увидеть другие возможности и не зацикливаться на былых неудачах или каких-то печальных моментах, которые у вас произошли. То есть вам нужно перестать бояться, перестать заниматься самобичеванием, которые лишают вас свободы выбора и вообще свободы действий как таковой. Я еще вам говорила о том, что у нас будет еще вот такая вот колода, оракул такой интересный для совета, возможно, того, как гармоничнее, экологичнее, разумнее прожить эту ситуацию, которая у вас на этой неделе происходит. Давайте посмотрим, какая карта вам сегодня весам выпадет на неделю с 10 по 16 августа. Итак, весы. Интересная такая карта, кстати, никому она еще не выпадала. Вот сколько я делала разборов, да, никому она не выпадала, эта карта. И интересно, что она выпала вам первыми. Да. В целом, что можно сказать по этой карте? Можно говорить о том, что, ну вот, если это, да, чтобы вы понимали, это лук. Просто пытаюсь собраться с мыслями, что он означает. То есть это вот есть такой лук, он еще с такими вот таким цветочком, таким цветением идет, соответственно. Не помню, как он называется, латук или как-то так, но неважно. Сам смысл вот этого лука как такового. То есть вам нужно суметь как будто бы считывать тонкие знаки через вашу интуицию. Поэтому здесь, кстати, Верховная Жрица есть, да? В какой ситуации как правильнее поступить, как разумнее поступить, то есть действовать не только импульсами, вот этими, которые есть в среду по рыцарю жезлов, а вот своей мудростью, своей интуицией настроить вот это внутреннее видение, да, и не только логично действовать, эта логика у вас тоже есть, но еще и через интуицию. И в целом вот для вас очень важна будет защита личных границ по вот этой вот карте, этот лук, да, латук или как он там. То есть защита ваших границ, вот она здесь видна, 5 жезлов, 7 жезлов. Вам нужно будет прояснить какую-то ситуацию, которая может быть от вас скрыта, может быть в конце недели, этой рабочей недели она выходит на поверхность, и вам, видя эту ситуацию, нужно поступить разумно, то есть сохраняя терпеливость, мудрость какую-то, интуитивный подход, соответственно, ну и логичный подход. То есть вот по этой карте и сохранять свои границы, то есть для вас это очень-очень важно. И в целом доверять своему внутреннему голосу здесь, предчувствиям, которые вам здесь подсказывают, как лучше поступить, потому что вам как будто внутренний голос сам говорит, как лучше, вам просто нужно себя услышать. Ну и, наверное, вот не спешить
и анализировать положение текущих дел, то есть вот как будто бы не торопиться, присматриваться, прислушиваться к каким-то подсказкам судьбы, обращать внимание на какие-то мелкие совпадения. Да, кстати, здесь не зря такой вот еще шар изображен. Да, то есть здесь можно говорить о том, что вы как будто бы должны прислушиваться к своей интуиции, и Верховная Жрица здесь, да, есть, то есть прислушиваться к своей интуиции, возможно, увидеть ситуацию под другим углом. Также здесь эта карта Луна, опять-таки, говорит о том, что нужно прислушиваться к себе, к своему подсознанию, к своему интуитивному, в том, как лучше здесь, опять-таки, действовать на этой неделе и ни в коем случае не торопиться, не спешить. Итак, дорогие мои весы, с такой интересной картой, да, которой ни у кого не было, я этот расклад завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего на следующей неделе. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого!